Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Недавно на моем канале вышло видео о том, как связать ножку кукле для каблука. И по вашим просьбам я сняла видео, как сделать ножку кукле с плоской подошвой. Начнем. Для работы я буду использовать ирис хлопок гамма и крючок номер 1. Начинаю вязание с воздушных петелек. Количество петелек зависит от того, какую размером ножку вы хотите. Я покажу на 5 петельках начальных ножку. 1, 2, 3, 4 и 5. Можно начать ножку, конечно, из кольца амигуруми, но мне такие формы не очень нравятся. Они выглядят, как будто пальцы в кучу у куклы. Все-таки передняя часть стопы, она более такая плоская. И со второй петельки от крючка я провязываю 1, 2, 3 столбика без накида. И в последнюю петельку, которая у нас была первой связанной, я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. По другой стороне цепочки я также провязываю 3 столбика. 1. Если кому-то непонятно, то я надеюсь, схема вам поможет. 2, 3. И вот в эту пятую петельку в цепочке, которую мы вязали, она у нас как бы петелька подъема осталась, я провязываю еще 1 столбик без накида. Пока такая вот деталь получается. Теперь я провязываю 4 столбика без накида по петлям предыдущего ряда. 1, 2. Одновременно вот этот кончик я прокладываю между петельками, чтобы потом он не мешался. 3, 4. В пятую петельку, она как бы сбоку, я провязываю прибавку. Раз столбик и 2 столбика. И по другой стороне аналогично провязываю 4 столбика без накида и последнюю петельку прибавку. 1, 2, 3, 4. И вот сюда сбоку 2 столбика без накида. 1. Я вяжу изнанкой, но вы можете взять лицевой, не имеет никакого значения. Просто разверните вязание. Пока вот такая деталь получилась. И теперь мне нужно провязать 3 ряда по 12 столбиков без накида. Провяжите самостоятельно. У вас получится такая деталь, это будет носок ножки. И следующий ряд вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Это будет нижняя часть. А в верхней части ноги сделаем посерединке подъем. Кто смотрел видео предыдущей ножки, там мы делали тоже подъем ноги. 2 столбика без накида, прибавка и 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. А с этой стороны начинаем вывязывать пятку. Провязываем оставшиеся 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И захватываем один столбик с следующего ряда. Плюс 1. Таким образом поворачиваем вязание, не делая никаких петель подъема. Мы начинаем вязать по предыдущему ряду с первой петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова поворачиваем вязание и снова без петель подъема вяжем по этим 7 петелькам. Снова 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот эту петельку трудно найти, но аккуратно в нее тоже провязываем 7 столбик. Делаем снова разворот. И еще раз в эти же петельки 7 штук провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последний раз 7. Посмотрим, что у нас получается. Вот этот носочек получился. Здесь у нас посерединке подъем. И пока вот такая прямоугольная деталь. Теперь снова мы разворачиваем вязание. И вот в эти петельки 7 штук вяжем. Первую пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. Потом 3 столбика без накида. Раз, 2, 3. И из двух последних тоже делаем убавки. Я просто пропущу одну петлю. И в последнюю свяжу столбик без накида. Можно сделать убавку, можно
просто пропустить столбик, тут не имеет значения. Таким образом у нас получилось 5 петелек в ряду. Снова поворачиваем вязание. Снова пропускаем первую петельку, во вторую провязываем столбик, в среднюю петельку столбик, и здесь снова делаем убавку. Я просто пропущу одну петлю и в последнюю свяжу столбик. Так, у нас получилось 3 теперь петельки в ряду. Поворачиваем снова вязание, пропускаем первую петельку, во вторую вяжем столбик без накида и в третью вяжем столбик без накида. Такая деталь теперь получается. Теперь начинаем вязать по вот этому краю. Здесь петли, конечно, видно плохо, потому что это боковая часть, но итого нам здесь нужно связать 4 столбика без накида, поэтому примерно рассчитывайте. Последний пойдет в первый ряд, который мы вязали, он будет тут, последний столбик будет вот в угловой прям петельке, поэтому 4, 3, 2, 1, где-то здесь у меня будет 1. Я думаю, вот здесь. Здесь петли, конечно, можно вообще не увидеть, поэтому, ну, как получится, рассчитывайте 4 столбика связать. 3. И вот в этот последний угловой, получается угловая такая петелька. И 4. Видите, вязание как бы закруглилось с одной стороны, образуя пяточку. Теперь идем вот по этим петелькам. Здесь у нас осталось 6 петелек. И их просто провязываем столбиками без накида. 1. 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь по второму краю точно так же примерно распределите. Вам нужно по вот этому краю связать 4 столбика. Один обязательно также пойдет в самый первый ряд, который мы вязали. Он должен быть в уголке, просто в уголок. Проткните крючком. Это будет первый столбик, иначе здесь может быть отверстие образоваться. 2, 3 и вот сюда свяжу 4. Итак, теперь у меня с двух сторон пяточка образуется. Пока больше похоже на лапоть. Теперь я ищу первую петельку. Вот она у меня, которые сзади у нас образовались. И пока провязываю в каждую из них по столбику без накида. 1. Я надеюсь, на схеме вам будет понятней. Если так что-то не видно или непонятно. Дальше просто провязываем ряд без изменений, ряд свяжите. И уже получается что-то похожее на ножку после этого ряда. Следующий ряд из 2 я делаю убавку, я просто пропущу здесь петлю, одну пропускаю, во вторую провязываю. Потом 10 столбиков без накида, получается как бы 2 петельки, вот эти боковые мы захватываем, 6 передних
1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 петельки захватываю с другого боку. Первые 1 и 2. И тоже делаю убавку. И у меня остаются сзади вот эти петельки на пятке. На них точно так же нужно сделать убавки, потому что у нас пятка должна загнуться сюда. Здесь у нас изгиб такой на ноге идет. Просто одну пропускаем, одну провязываем. Начинаем вязать следующий ряд. Дальше я провязала ряд с одной убавкой на пятке, остальные петли без изменений. И еще один ряд просто столбики без накида, без изменений. Но вы можете здесь уже связать так, как вам нужно для будущей ножки. Ну и давайте подумаем, что будет, если прибавить или убавить одну петельку в начале. Сейчас у меня 5 петелек было. Если я свяжу 4 петельки, соответственно, у меня вот в этом месте будет не 12, а 10. И, соответственно, на один ряд я свяжу меньше, чтобы вот эта часть была покороче. Только потом я здесь прибавлю. Точно так же я буду вязать пяточку поворотными рядами, только будет у меня на один столбик меньше. Потом точно так же я начну вязать по кругу, только везде будет меньше петелек, что на боковых частях, что спереди. И абсолютно аналогично сзади, делая убавки, я получу ножку такой же формы, только меньшего размера. Ну и соответственно, если я возьму не 5, а 6, да, больше петелек, соответственно, у меня будет в этих рядах больше количество петелек, значит, надо связать больше количество рядов, длиннее ножку сделать. И аналогично потом просто будет больше петелек. Сама пятка увеличится тоже на петельку, поворотные ряды. И здесь будет больше рядов связано, чтобы уменьшить пятку. Но смысл от количества петелек не меняется. Я думаю, можно самостоятельно разобраться. Если нужна поуже ножка вот в этой части, то просто вот этот тогда подъем можно не вязать. Вот эту прибавку, которую мы здесь делали. Мне нравится так вот. Когда ее набьешь еще и сделаешь каркас, будет хорошая ножка, кукла будет устойчиво стоять. Она уже стоит. На этом я заканчиваю видео. И до встречи в следующих видео.